Всем привет! Сегодня я хочу поведать вам историю Фрэнка Лэмпарда. Фрэнк родился в восточной части Лондона, а именно в Ромфорде. Начать историю о Лэмпарде по-хорошему нужно с его отца. Фрэнк Лэмпард-старший провел практически всю свою карьеру в Вест Хэме. Он был вполне строгим и принципиальным отцом. Он хотел, чтобы Фрэнк пошел по его стопам, поэтому все мечты маленького Фрэнка, связанные с крикетом, а затем в более серьезном возрасте с филологией и юриспруденцией, были забыты. Мама Фрэнка, Пэт, зачастую защищала ребенка от разгневанного отца, когда мальчик вместо того, чтобы наматывать круги вокруг дома, зубрил латынь. Со временем Фрэнк понял, что от футбола ему никуда не уйти. Впрочем, это его не расстраивало. В академии Вест Хэма Лэмпард оказался в 8 лет. Играл поначалу на позиции левого защитника, как и отец, но постепенно перебрался в центр поля. В 14 лет Фрэнк подписал свой первый полупрофессиональный контракт. Учителя начали протестовать, ведь Лэмпард был одним из лучших учеников в классе и вдруг решил податься в спорт. Фрэнк закончил Брентвудскую школу Эссекса с пятерками по всем предметам. Клубную карьеру футболиста Фрэнк начал, присоединившись к Вест Хэму, тренером которого был его дядя, Харри Реднап. Лэмпарда критиковали все. Он был весьма медленным и неповоротливым. Похож на папу внешне, но только не игрой. Так о нем говорили. Позже его отправили получать игровую практику в аренду в Суонси. Суонси – это валлийский клуб, а у Англии с Уэльсом отношения складывались не лучшим образом. «Вали домой, лондонский ублюдок». Именно такими словами его встретили фанаты на юге Уэльса. Фрэнк провел в составе Суонси 9 матчей, забив 1 гол, после чего он вернулся обратно в Лондон. Оставшуюся часть сезона Фрэнк Лэмпард провел на скамейке запасных. Следующий сезон Вест Хэм начал с большими потерями, поэтому Фрэнк играл в каждом матче. На тот момент Лэмпард-старший был ассистентом Харри Реднапа, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы юный полузащитник подвергался нападкам со стороны фанатов клуба, которые считали, что он попал в состав только благодаря родственным связям. No, I also think that in the last couple of years you've let some good midfielders go for peanuts, like Matt Holland and Scott Canham. Well, no, they definitely wasn't good enough. He is good enough, and he definitely will be good enough. I let Scott Cannon go. He was a good kid and worked very hard. He's gone to Brentford. He can't get in Brentford's team. He's 21 years of age. I let him go because young Frank's 17, 18, and is miles in front of him. Well, that ain't really true. That is true. You know, that's my opinion, and that's what I get paid to. I get paid to make judgments on players. I tell you now, you know, you can sit in front of all these people. I tell you, without any shadow of a doubt, there will be no comparison with what Frank Lampard will achieve in football and what Scotty Cannon will achieve in football. But you'll give him the opportunity. I don't give him the opportunity. You know, there is no favouritism. In fact, I'm probably holding him back more because I tell you what. Frank played at Arsenal and he clearly wasn't ready to play. Well, that's your, yeah. I don't think he did badly at Arsenal. I think he came into the side and I felt. Hang on, just a moment, one at a time. I thought the kid came into the side and did well, you know. But I'm telling you now, and I maybe now I didn't want to say this in front of him, but he will go right to the very top. Right to the very top. Well, there you are, you heard it here first. Can I tell you now, there ain't no doubt about that in my opinion. You know, because he's got everything that's needed to become a top-class midfield player. His attitude is first class, he's got strength, he can play, he can pass it, and he can score goals. I think it's not just Harry's opinion. I don't know if many of you knew, but during the European Championships in the summer, England decided to take several young players from all over the country to various training sessions. When Terry Venables came down to the ground to speak to Harry and I not too long ago, he said there was 2 outstanding youngsters of all the ones he had. That was Frank and Rio. He said they were the 2 best players he's had in the whole time in that England setup. You can't say any more than that. Спустя несколько матчей Фрэнк сломал ногу. Поправившись, его снова стали критиковать и освистывать безо всякой жалости, обзывая папиным протеже. А Лэмпард все равно выходил на поле и каждый раз доказывал, что он хорош. Спустя некоторое время Фрэнк застолбил место в основе своего клуба, а в 1999 году дебютировал в сборной Англии в матче против Бельгии. Сезон 98-99 для Вест Хэма выдался самым удачным за все время. Команда заняла 5-е место в английской премьер-лиге, но тем не менее дела в клубе шли неважно. Продали Рио Фердинанда, лучшего друга Лэмпса на тот момент. Следом пост главного тренера покинул Харри Реднап, рассорившись со всем руководством, а вместе с ним и отец Фрэнка. Лэмпарда-младшего выгонять не пришлось, он сам решил уйти из семейной солидарности.
и ушел не куда-либо, а в лондонский Челси, который заплатил 11 миллионов фунтов. Многие посчитали такую сумму денег слишком завышенной ценой. Здесь было много звезд и совершенно другой подход со стороны руководства. В общем, в сказку попал. Правда, сам же едва все не запорол. В сентябре 2001 года Лэмпард вляпался в крупный скандал. Вечером 11 сентября в гостинице аэропорта Хитроу Фрэнк напился в компании друзей из Челси и зачем-то полез выяснять отношения с американцами. Извиняться пришлось перед американским посольством. Утихомирила Лэмпарда его избранница, успешная испанская модель Элен Ривес. В составе синих Фрэнк Лэмпард дебютировал в матче против Ньюкасла, а впервые отличился в сентябрьском матче Кубка УЕФА против болгарского клуба Левски. В декабре забил свой первый гол за Челси в английской премьер-лиге. Но в целом первый сезон для Фрэнка сложился не особо удачно. Тут и удаление, и конкуренция за место в основе. На чемпионат мира 2002 года его не взяли. В общем, сплошные неудачи. Но тем сильнее в Лэмпарде росло желание доказать, что он тут не просто так. И болельщики это видели. В следующем сезоне Лэмпард выбился в лидеры Челси, став при этом незаменимым игроком на поле. В товарищеском матче против Хорватии англичанин оформил свой первый гол за национальную сборную. А летом 2003 года в стане синих произошла настоящая революция. Роман Абрамович приобрел клуб. Абрамович с его-то финансами мог покупать звезд в неограниченном количестве, и Фрэнк волновался за место в основе, не понимая, что и сам уже стал одним из лучших в мире игроков на своей позиции. Не понимал этого до поры до времени и тренер сборной Эриксон, которому Фрэнк собственноручно отправлял записи со своими играми. И, наконец, до шведа дошло. В 2004 году Лэмпард сыграл на чемпионате Европы за сборную. Многие считают, что Англия заслужила в том году чемпионство. В скором времени Челси возглавил Жозе Мауриньо. Лэмпард произвел колоссальное впечатление на португальца. Фрэнк стал лучшим футболистом Англии в сезоне 2004-2005 по версии английской премьер-лиги и спортивных журналистов, а также занял второе место в голосовании на золотой мяч. Первое место досталось Роналдиньо. С 2001 по 2005 год Лэмпард поставил рекорд, проведя 164 матча подряд в английской премьер-лиге. В августе 2005 года у Фрэнка родилась дочь, Луна. Может быть, поэтому Челси дважды подряд стал победителем английской премьер-лиги. А в мае 2007 года родилась вторая дочь, Исла. В апреле 2008 года в семье Фрэнка случилось горе. Его мать скончалась от пневмонии в возрасте 58 лет. Фрэнк был очень близок со своей мамой. Лучше всего в этой ситуации подойдут слова самого Фрэнка. Честно говоря, меня можно назвать маминкиным сынком. Всегда им был и всегда им буду. Поэтому ее уход так сильно по мне ударил. Моя жена раньше любила поиздеваться надо мной. Потому что каждый раз, когда я болел, даже в 29 лет, я всегда звал маму. А потом она ушла, и это было так внезапно. Не было времени, чтобы свыкнуться с этим. Меньше чем через неделю должен был состояться полуфинал Лиги Чемпионов против Ливерпуля. Фрэнк откинул все мысли и эмоции на второй план, решив помочь своей команде. Не буду отрицать принципиальность матча с Ливерпулем. Мы столько раз уже встречались с ними в решающих матчах, что наметился целый ряд личных дуэлей. Например, все время что-то происходит между мной и Хаби Алонсо. Однажды я сломал ему ногу. У меня и в мыслях не было нанести ему травму. Когда я узнал, насколько все серьезно, был очень расстроен. Я потом звонил ему и извинялся, но всякий раз, когда я выхожу на поле и ловлю его взгляд, вижу, что он меня так и не простил. Фрэнк Лэмпард вышел с первых минут на матче и в дополнительное время исполнил пенальти, отправив свою команду на финальный матч в Москве. В игре бьют друг за другом. Один из них не забил. Лэмпард. Гол. 3-2. Угадал Ван дер Сар, но не смог. Пятый удар. Терри. Мимо! Мимо бьет Джон Терри! Ух ты, какая интрига-то у нас! Удар! Вперед! Вперед! А Манчестер Юнайтед! В серии пенальти синие проиграли красным дьяволам, что еще сильнее ударило по сердцу Лэмпарда. Он был признан лучшим полузащитником турнира. Но это его не особо обрадовало. Спустя 9 месяцев Фрэнк признался, что тот период он провел как во сне. Я просто не смог свыкнуться с мыслью, что больше не буду искать взглядом маму на трибунах Стэмфорд-Бридж. Моя футбольная жизнь складывалась как сказка, и огромную роль в ней играли родители. У нас был свой мир, и мы очень его любили, а теперь ему пришел конец. Вся наша идиллия разом оборвалась. В такие моменты многое узнаешь о людях. Многие люди, у которых не было особых поводов ко мне хорошо относиться, писали письма со словами поддержки. Мы все зациклились на вражде между клубами, а когда случается что-то подобное, осознаешь, что это все полная чушь. В феврале 2009 года от Лэмпарда ушла жена. Точные причины неизвестны, хотя слухов было много. Он упрашивал свою супругу остаться ради двух дочек, но решение Элен было окончательным.
Футболистов лондонского Челси наряду с тестами на скорость, выносливость и технико-тактическое мастерство заставили сдавать тесты для определения IQ. Фрэнк Лэмпард набрал более 150 баллов и получил оценку гений или почти гений. Эксперт, проводивший проверку игроков Челси, признался, что Лэмпард набрал больше баллов, чем он сам. Фрэнк – один из самых умных людей не только среди футболистов, но и во всей Англии. В этом же году Фрэнка признали лучшим игроком уходящего десятилетия. В сезоне 2009-2010 Челси стал победителем английской премьер-лиги в третий раз. На чемпионате мира 2010 года на стадии 1/8 Фрэнк забил потрясающий гол в ворота Германии, который не был засчитан. Англия тот матч проиграла со счетом 4-1. За все время было сказано много слов о несовместимости со Стивеном Джеррардом в центре поля. Не согласен с этим суждением и порядком устал от него. Сборная Англии действительно долго не могла добиться ничего серьезного. На нас возлагали серьезные ожидания, но они не оправдались. Видимо, поэтому люди считают нас несовместимыми в центральной оси. 23 декабря 2012 года Фрэнк провел свой 500-й матч в английской премьер-лиге. Долгое время Челси никак не удавалось взять главный европейский трофей. Трижды синих останавливали в полуфинале. Особенно обидным было поражение от Барселоны по сумме 2 матчей в 2009 году. И вот, в полуфинале Лиги Чемпионов в очередной раз лондонцы встретились с каталонцами. Тогда практически никто не верил в Челси. В тех матчах игроки Челси играли с огромной самоотдачей. Команда выиграла у себя дома, а в гостях сыграла в ничью, что позволило ей пройти в финал, где лондонский клуб ждала мюнхенская Бавария. Финал проходил на Альянс-арене в Мюнхене. Тогда все давали свое предпочтение немецкой команде. Для Баварии этот финал мог стать особенным не только потому, что проходил на их родном стадионе, на глазах у десятков тысяч немецких болельщиков, но и потому, что победа подарила бы им юбилейный 5-й кубок. Челси пропустил на 83-й минуте, но на 88-й минуте лондонцы заработали право подать угловой. И Дидье Дрогба головой забивает мяч в ворота Мануэля Нойера. 1-1. В дополнительное время Петр Чех берет пенальти, а в серии послематчевых пенальти игроки Челси делают то, что казалось невероятным. В 2008 году он бил также третьим, тогда забил. Лэмпард, мяч в воротах, 3-2. Очень короткий разбег, Дрогба, гол. Все, Челси, обладатель Кубка Чемпионов, впервые в своей истории. Впервые в истории Бавария проиграла серию пенальти в этом турнире. И впервые в истории Челси серию пенальти в этом турнире выиграл. Кубок в руках у Челси, у Фрэнка Лэмпарда. Вот так завершается Лига Чемпионов 2012 года. После триумфальной победы Супер Фрэнк сказал: «Чем старше ты становишься, тем слаще вкус победы, ведь ты уже начинаешь понимать, что это будет не вечно». В марте 2013 года Лэмпард забил 200-й матч в составе Челси. 11 мая отличился дублем ворота Астон Виллы, став лучшим бомбардиром в истории клуба. Тот рекорд он посвятил матери. В 2012-2013 году Челси выиграл Лигу Европы, переиграв в финале Бенфику. Следующий сезон английский полузащитник провел в роли первого запасного. Вернувшийся в клуб Жозе Мауриньо делает ставку на других игроков. И находящийся в прекрасной форме Фрэнк Лэмпард решает покинуть клуб в качестве свободного агента. В июле 2014 года Лэмпард подписал контракт с Нью-Йорк Сити. Однако затем появляется информация об аренде Манчестер Сити до конца декабря. Но в итоге Фрэнк остается в Манчестере до конца сезона. Символично, но впервые в составе новой команды Фрэнк сыграл против Челси. Он появился на поле на 79-й минуте при счете 0-1, а 5 минут спустя принес горожанам ничью. Думаю, не стоит говорить о том, что тот гол Фрэнк Лэмпард не праздновал. В послематчевом интервью Фрэнк заявил: «Это был эмоциональный матч. Я не был бы профессионалом, если бы не вышел на поле и не сделал бы свою работу». Так что у меня смешанные чувства. 13 июня 2015 года Фрэнк получил ордер Британской империи. После этого Фрэнк все же оказался за океаном, но там у него толком не сложилось. Игрока все чаще стали преследовать травмы, а пресса и публика негодовали. Почему получающий $6 миллионов в год футболист в лазарете проводит времени больше, чем на поле? Но все же Лэмпард оставил свой след в истории американского клуба. 15 его голов помогли Нью-Йорк Сити впервые в истории оказаться в плей-офф МЛС. Англичанин стал первым автором хэт-трика в истории клуба, а также забил самый быстрый гол нью-йоркцев в чемпионате. В декабре 2015 года Лэмпард женился на звезде британского телевидения Кристин Брикли. На свадьбе, состоявшейся в церкви Святого Павла в Найтсбридже, присутствовало множество футбольных персон. В феврале 2017 года Лэмпард объявил о завершении карьеры. Он написал прощальное письмо, в котором говорит, что пришло время начать новую главу своей жизни. Конечно, самая большая часть моего сердца принадлежит Челси, клубу, который подарил мне так много невероятных воспоминаний.
Я никогда не забуду, какую возможность они подарили мне. Тот успех, которого мы достигли вместе. Фанаты Челси дарили мне и моим партнерам невероятную поддержку. Их страсть и голод вынуждали меня отдавать всего себя все эти годы. Я бы не смог добиться всего этого без них. За всю карьеру в Челси Фрэнк забил 211 голов. В составе синих он 13 раз выиграл различные трофеи. Фрэнк был включен в зал славы английского футбола. Когда в феврале 2013-го Фрэнк объявил, что попробует стать писателем, ему поверили немногие. Но он был очень стремителен и прыток. Сейчас под авторством Лэмпарда вышли 19 детских книг. Дома он всегда читал своим любимым дочкам перед сном. Иногда они просили разбавлять сказки личными рассказами и соглашались на воспоминания о футбольной карьере. Когда Лэмпард понял, что запас истории иссякает, то задумался о создании вымышленной вселенной с собственными героями. Поскольку девочки обожали приключения, футболист двигался в этом жанре. Так у него родилась идея Frankie Magic Football, детской серии книжек о мальчике Фрэнки и его друзьях. У этой серии даже свой сайт есть. Ссылку я оставлю в описании к ролику. Лэмпард активно популяризует чтение. В октябре 2017 года он ездил в начальную школу лондонского района Фулхэм, чтобы открыть национальный конкурс поэзии. Заявки на участие в конкурсе летели со скоростью света. В итоге записались 10 тысяч английских школ. Очень важно подтолкнуть ребят к мыслям о том, что нужно упорствовать и не сдаваться, уверен Лэмпард. Книги Фрэнка действительно нравятся детям. На сайте Amazon, где одно издание можно купить за пару евро, практически все отзывы положительные. А с наивысшей оценкой согласны 80% родителей. Их радует доступность книг и их увлекательное содержание. После завершения карьеры Лэмпард стал экспертом на БТ Спорт. В команде с ним работали такие люди, как Стивен Джерард, Рио Фердинанд и Пол Скоулс. Англичанин получил тренерскую лицензию, а буквально пару дней назад возглавил Дерби Каунти. Фрэнка часто зовут на различные шоу. На одном из таких он был с Джоном Терри. Кто засмеется первым? Фрэнк Лэмпард – мой любимый футболист. Именно с него началось мое футбольное детство. Да, возможно, он был не так техничен, как Лео Месси, и не так быстр, как Криштиану Роналду. Но то, с каким настроем он выходил на матчи, как работал на поле и проявлял свои лидерские качества, было чем-то невероятным. Он внес огромный вклад как в Челси, так и в мировой футбол. Лэмпард – легенда с большой буквы. Теперь будем наблюдать за его успехами в качестве тренера. А я с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели мое видео. До новых встреч. Who is your footballer best friend? Okay, you go first. Okay, I like John Terry from Chelsea because Is this your best friend or my best friend? This is our best friend. Okay. Yeah. I like DJ Drogba. I agree. I've never learned his name really. How do you say his name? DJ Drogba. DJ Drogba. I'm sorry, she never learned to say it ever. I think Didier, John Terry, DJ Drogba, John Terry and Jody Morris actually, who I played with. You never lose it. You never lose it. Trust me. I'm doubting you. I'm throwing it out. I'm just putting it out there. I'm doubting you. Oh my gosh! Don't doubt. Don't doubt. Oh my gosh. I don't know what he said. Wow. That was amazing.